Всем привет! Мы продолжаем серию видео про французские и псевдофранцузские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Total. Кто делает, где делают, Франция или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Total и какова его реальная история. Второе, на каких заводах и в каких странах производится тот Total, который мы с вами получаем в России. Третье, в каких странах мира популярен Total. Четвертое, стоит ли бренд Total своих денег. И пятое, бонусное, как бренд Total относится в Японии и любят ли его сами японцы. Поехали. Ну вот наконец-то мы с вами добрались до очередного участника Большой Семерки, или как называют еще их Big Oil или Super Major. Total Energies входит в Большую Семерку наравне с ExxonMobil, Eni, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips и BP. Именно эти компании дают вектор развития всей отрасли в своих регионах. От их деятельности зависит судьба всех остальных брендов, которые покупают базовые масла именно у Big Oil. Конечно, это в меньшей степени касается азиатского региона, где свои крупные игроки, но это уже совсем другая история. Итак, Total. Все началось во Франции. На начало 20 века Франция была одной из самых отсталых стран в плане нефтедобычи. Все зависело от экспорта. Представляете, начало 20 века бешеными темпами развивается промышленность, автомобилестроение, авиация, ЖД, всем нужно топливо, всем нужны смазки. А этого в стране катастрофически не хватает. Когда начинаются какие-то перебои с поставками, например, из США, то во Франции реальный коллапс. 90% всей нефтедобычи тех лет приходилось на США и Россию. У многих людей устойчивая ассоциация начала 20 века, США, черное золото. Хотя на самом деле не США были первые по нефтедобыче, а это была Россия. У нас первые скважины были пробурены еще на Кубани, это были в 1864 году произошло. Если кто-то глубоко в теме, то, может быть, слышали про нефтепромышленное общество братьев Нобель, или Бранобель называли их, еще прочую петрушку, там очень много всего было интересного. Только после гражданской войны Россия немножко подсдулась в планах добычи нефти, и то потом Советы уже все наверстали. Так вот, у Франции была ситуация радикально противоположная, нефти катастрофически не хватало, и надо было очень срочно что-то с этим делать. После Первой мировой войны в 1920 году в Сан-Ремо состоялось заседание Верховного Совета держав Антанты. Короче говоря, на этой конференции все делили, и Франции досталась 25% доля Deutsche Bank в турецкой нефтяной компании. Что такое турецкая нефтяная компания? Она была создана по инициативе такого колоритного персонажа, нефтяного магната тех лет, его звали Галус Саркис Гельбенкян, для разработки нефтяных месторождений в Ираке. 25% этой турецкой нефтяной компании принадлежали Royal Dutch Shell, 50% принадлежали англо-персидской нефтяной группе и 25% принадлежали Deutsche Bank. Так вот, именно эти 25%, которые принадлежали Deutsche Bank, упали на карман французам. Именно на эти деньги по инициативе французского премьер-министра тех лет Раймона Пуанкаре было создано французское общество нефтедобычи. 51% принадлежал, причем Royal Dutch Shell, и только 49% принадлежало французскому объединенному банку. В 1924 году Кабмин Франции решает, что все хорошо, хватит делиться со своими конкурентами, и преобразовывает французское общество нефтедобычи в французскую нефтяную компанию. Акционерами становятся крупнейшие банки французские, дистрибьюторы топлива и нефти по стране, которые там внутри находятся, в том числе такая большая сеть, которая принадлежала братьям Дезмере. Вот. А первым главой компании становится полковник Сандерс. Это шутка, конечно. Эрнест Мерсье становится первым главой компании, полковник Эрнест Мерсье. К 1927 году французам наконец-то крупно везет, они натыкаются в рамках турецкой нефтяной компании на крупные месторождения в Киркуке. Вот его фото такие прикольные, на котором мы видим фонтан сырой нефти, который бьет из-под земли. А вот, кстати, как выглядит месторождение в наши дни. В 1928 году французам приходится подписаться под соглашением «Красной линии», оно так жестко регламентирует отношения между французами и прочими европейцами, американцами на территории Персидского залива. А в 1929 году турецкую нефтяную компанию переименовывают в иракскую нефтяную компанию. Всю эту огромную массу нефти, конечно же, нужно перерабатывать, и желательно делать это на собственных мощностях, поэтому ЦФП в 1929 году создает дочернюю структуру, которая будет заниматься нефтепереработкой. Они начинают строить завод. Строят они его достаточно долго, строят его в Нормандии. Нормандия — это северо-запад Франции. Построили они его к 1933 году. К 1934 году они там еще одну глобальную стройку закончили. Они от месторождений в Ираке протянули нефтепроводы до порта в Триполи. И вот на этом месте уже ЦФП становится полностью
автономной интегрированной структуры, интегрированной нефтяной компании, которая сама занимается нефтедобычей, транспортировкой и переработкой нефти. Все было отлично, за исключением того, что у CFP не было никакой сети по реализации конечных нефтепродуктов, во-первых. Во-вторых, ближневосточная нефть была безальтернативной. Это очень сильно напрягало руководство CFP, руководство Франции тех лет, потому что представьте, что случится там на Ближнем Востоке, и все, Франция опять будет на подсосе без нефти. Потом вишистский режим начинается, и потом еще хлеще война, Вторая мировая, и оккупация Франции нацистской Германии. За это время, в том числе и военное, все там радикально меняется. Внутри компании Мерсье увольняет, вместо него ставят сначала там Мэни у них был, которого нацисты отправили в концлагерь. Потом Шампен, который умирает к концу войны, к 1945 году. В общем, полная круговерть в структуре и в руководстве. После войны компанию возглавляет Виктор де Метц, такой настоящий номенклатурный долгожитель. Он не до 1971 года проработает, но по сравнению с своими предыдущими коллегами. У компании CFP все хорошо, соглашение Красной линии расторгнуто, они начинают увеличивать поставки ближневосточной нефти, там геометрические прогрессии, месторождение открывают в Катаре, сейчас это такое государство, Эмират. Открывают они, трубопровод строят в Баниасе, договариваются о поставках сырой нефти из Венесуэлы. В 1956 году, не без участия CFP, было открыто крупное месторождение Хассим-Масаут в Алжире, которое тогда еще было французской колонией, и так далее, и тому подобное. Посмотрите бизнес-сводки от Total Energy сейчас, и вы поймете, что я могу потратить битый час на перечисление только того, что они там купили, создали, влили, построили и так далее. Поэтому, наверное, не будем тратить на это время, а пойдем дальше. Когда же и где появилось само название Total как бренда? Это, как ни странно, произошло не во Франции, а в Африке. Так и называлась марка топлива, которые подконтрольные АЗС CFP продавали на территории Африки. Вот так вот они выглядели. А вот сами смазочные материалы, масла под брендом Total начали производить чуть-чуть попозже, думаю, что годика через 2. Вы знаете, что я увлекаюсь коллекционированием винтажных банок различных, ну не только винтажных, в принципе масел разных. Вот, я часто посещаю сайты, на которых коллекционеры размещают винтажные старые банки из-под масла в разных странах, Франция, Германия, там, США и так далее. Так вот, самую старую банку, которую мне удалось обнаружить, Total, она датирована 1958 годом. Вот так вот она выглядит. Видите, какой логотип? Этот логотип был принят в 1955 году, а изменился только в 1963. Это самая-самая старая банка, которую мне удалось обнаружить. Вот канистра, например, 1984 года. Тоже она в продаже есть. Вот канистра 1991 года. В общем, дата рождения Total как бренда смазочных материалов можно считать примерно 56-57 годы. У слова Total есть несколько значений в переводе. Это общий, весь, абсолютный, в общем говоря, всеобъемлющий. Помните, я вам рассказывал историю про Castrol? У нас было видео полноценное, когда бренд Castrol, название Castrol, стало настолько запоминающимся и у людей вызывало ассоциацию с смазочными материалами, что название первоначальное бренда масла Чарльза Уикфилда кануло в лету, и вместо него пришло Castrol, звучное название, которое запоминали все. Так вот, та же самая ситуация произошла с Total. Невзрачное, непонятное, незапоминающее название CFP, аббревиатура, канула в лету, и вместо нее пришло четкое, лаконичное, емкое слово Total. Причем это не касалось названия компании, это касалось только названия бренда. Саму компанию переименовывают аж в 1985 году. Сначала достаточно лайтово переименовали из CFP в Total CFP, потом в 1991 году они поменяли на Total SA, потом на Total FINA, потом на Total FINA Elf, потом просто Total опять, и наконец сегодняшний Total Energies. Кстати, если кто-то не знал, что такое SA, которое часто пишется после названия французских там, или бельгийских компаний, SA это сокращение от Société Anonyme или анонимное общество. Для наших ушей это как-то очень странно уже звучит. Вот, есть еще эквивалент этого сокращения PE, это публичная компания с ограниченной ответственностью. По большому счету, это форма компании, ну, аналогична нашему ОАО. С начала 60-х под наши дни было много покупок, сливаний, вливаний, продаж, Тайтек, Бостик, Хатчинсон, АЦ-24, Сан-Паул, Лампирис, Зафт и так далее. Всех им перечислишь. Эльф появляется во всей нашей истории в середине 70-х годов.
Эльф появляется, когда Total покупает крупнейшего во Франции производителя промышленной резины Hutchinson Mapa и создает совместное предприятие Aquitaine Total Organico, или сокращенно ATO Chemie. Надеюсь, все знают, что Total и Elf это сейчас одна компания, которая называется Total Energies. Но так было далеко не всегда. Когда-то Total и Elf были прямыми конкурентами и друг с другом боролись на территории Франции. Эльф заслуживает отдельного видео, поэтому я сейчас не буду на этом зацикливаться, потому что по бренду Эльф обязательно будет отдельное большое полноценное видео. О чем еще, пожалуй, можно рассказать. В 1999 году Total покупает крупнейшего бельгийского игрока Петра Фина. В честь этого даже переименовывают компанию, с того времени она называется Total Fina. В 2000 году покупают наконец-то Эльф Aquitaine. Компанию опять переименовывают, добавляют еще слово «эльф», и компания называется уже Total Fina Elf. Хорошо еще, что они не купили, не знаю, какой-нибудь там Omnis Cork Synthese, а то вообще было бы тяжело все это произносить. В 2003 году маркетологи понимают, что такие длинные названия они не нужны, сокращают опять все до привычного, всем лаконичного и понятного Total. На сегодня у Total масса активов, месторождения и всего, чего душа пожелает. Он чуть-чуть беднее, да, чем ExxonMobil, Royal Dutch Shell либо BP, но, друзья мои, согласитесь, что быть чуть беднее, чем ExxonMobil, Royal Dutch Shell или BP, не так уж и плохо на самом деле. В следующей части мы поговорим с вами о конкретике. Я расскажу вам, на каких заводах и каких странах производится тот Total, который мы с вами получаем в России. Мы поговорим с вами о тех оригинальных маслах и автопроизводителях, которые заказывают у бренда Total Energies свои продукты. Я расскажу вам про поделки самого Total, Elf и тех оригинальных брендов, которые они производят на своих мощностях. С примерами, с описанием того, как их выявлять и как определять поделку. И много-много чего еще интересного. Вторая часть выйдет у нас через неделю, в следующие выходные. Все, на этом все. С вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.